Многие пишут в интернете, что столкнулись с вибрациями и гулом от внешнего блока кондиционера. В этом видео я расскажу, как можно установить внешний блок, не опасаясь вибраций и гула в его последующей работе. Хилые кронштейны из тонкой стали усугубляют резонансные явления и передают вибрацию на стену. Лучше сварить кронштейны из металла достаточной толщины, например, из уголка 60 на 60 мм 5-мм толщины. После нарезки уголка сверлю по 3 отверстия под крепление на стене. И по 2 отверстия для кондиционера на каждом из кронштейнов. Под болты М10 делаю отверстие 12 мм, чтобы болты не соприкасались напрямую с металлом. Так как металл достаточно толстый, сверлю последовательно 4, 6, 8, 10, 12 миллиметровыми сверлами с добавлением воды. Неправильно закрепленный кронштейн будет передавать вибрации на стену. Поэтому предусмотрите крепление кронштейна к стене по всей его длине. Пятка кронштейна, нижняя его часть, должна быть закреплена к стене обязательно. Поскольку у меня на стене планируется еще 150 мм слой утеплителя, мне пришлось вынести внешний блок дальше, чем выносят обычно. Из-за этого я нижнюю часть усилил 2 уголками. При креплении на обычном расстоянии одинарного мощного уголка будет вполне достаточно. Перед установкой внешнего блока на всякий случай проверьте. Хорошо ли закреплен компрессор внутри блока? Не задевает ли что-либо об него? Не задевает ли что-либо вентилятор при вращении? Закреплена ли решетка вентилятора? Не болтаются ли какие-либо другие внутренние элементы блока? Все швы кронштейна тщательно провариваю, пусть он будет вечным.
Угол укрепляю откосом. Все сварные швы тщательно зачищаю. Перед покраской обезжириваю металл. Использую автомобильный грунт. Он стойк к атмосферным явлениям и температурам. Эмаль для покраски использовал тоже автомобильную. Для уменьшения передачи вибраций используйте демпфирующие прокладки из плотной резины. Прокладки сделал из резинового автомобильного коврика. Размечаю отверстия под крепежные болты прямо по кронштейну. Отверстие в резине проще сделать пробойником, используя его как сверло.
той же резины сделаю прокладки под шайбы, чтобы крепеж жестко с кронштейном не соприкасался. Вот так выглядят кронштейны с крепежом и прокладками в сборе. Вместо стандартных резинок установите, например, подушки опоры двигателя от автомобиля. По 140 рублей за штуку – это не обременительно. Гайки к подушкам берите тут же в автомагазине. Резьба на них с шагом 1.25, а не классическая 1.5, присутствующая в строительных магазинах. Для крепления в стену желательно использовать демпфирующие дюбеля, например, из пластика. Проверяем горизонтальность кронштейнов уровнем и устанавливаем внешний блок на опоры. Кондиционер установлен, ни единого шороха от него внутри не слышно, да и снаружи он работает тише холодильника. Желаю вам теплого лета и отсутствия проблем с климатической техникой. Спасибо вам за внимание.